Мы приехали в Южную Корею. Первое, куда мы должны поселиться, это не к друзьям, не в отель, не в гостиницу, а именно в Кашевон. Итак, сегодня обзор Кашевона, Кашетель, по-корейски. Погнали! Что такое Кашевон? Кашевон – это, в принципе, в большом здании большое количество маленьких комнат. Есть поменьше, есть побольше. Самую большую, в принципе, мы сняли. Ее мы увидим чуть скоро. Итак, вот он, Кашевон. Кашетель. One room. Это, в принципе, говорит, что здесь есть и маленькие комнаты, и one room. One room – это уже большие комнаты. Нам нужен one room. Это 7-этажное общежитие. На каждом этаже есть свои условия для проживания. Но что объединяет все это? Здесь комплекс из самого необходимого. Кухня, стиралка, вывоз мусора, горячая вода и ночлег. И еще лифт. Лифт – это здорово. Когда есть лифт, и ты уставший, это всегда прекрасно. Тачим-не-да. Кстати, лифт большой. В лифт можно разом загрузить свои вещи. Сюда поместится, я думаю, любое количество багажа. Это, в принципе, хозяин. Это человек в возрасте. И вот тут вот этот Кашевон весь пропах вот такой вот атмосферой возрастной. Оно сделано, в принципе, вот этот весь Кашевон, он создан по таким вот старым традициям. Сейчас мы посмотрим маленькую комнату. 이거 조그매? 제일 짧은? 이렇게밖에 안 돼. 그냥 놔둬주세요. Ну что, готовы посмотреть? Заходим. 보이죠? 친구 보낼게요. 이거는 친구 여기서. Давай я зайду. 멋있습니다. 여기는 준수 안 했어요? 형님. 준수 안 해요 여기? 저도 침대에 벗어 있어. 그래? 이거 다시 해줘. 이건 널려 여기 있어요? 이거? 그렇지. Так, пол обогревается, маленькая кровать. У нас здесь есть небольшой шкафчик, эйркон и ку, кондиционер, телевизор, холодильник. 냉장고. 냉장고 잘 돼요? 저 문 열고 인도. 예. И есть даже окно. Что вы понимали, окно это вообще радость. 소리는 안 되고 혼자. 혼자만. Это для одного. 얼마요 이거? 한국말 얘기해 주세요. 그냥. 36만. 36만 36만. 원. 360 тысяч. 예, 알겠습니다. 이거 식탁실 어디 있어요? 이거요? 봐요. 예. Так как это общежитие, у нас здесь есть кухня. Горячая холодная вода, отфильтрованная. Какая-никакая посуда. Помыть эту посуду. Здесь еще есть чайник, например, подогреть воду. Стиралка, на ней можно постираться. Микроволновка, газ. Газ стоит. Кую. 다 있어요. И заметьте, эвакуироваться можно. 좋아. 좋아. Как во всех общежитиях, туалет не в комнате, а отдельно. Вот, заходим сюда. 남자가 있으니까 여성이 있는 남자. 예, 남자. 남자는 좋아. 여자. 여자도 있어요. Душ тоже отдельная комната. Вот она находится. Заходим сюда. Вот так выглядит душ.
И здесь еще одна комната есть, где можно принять душ, ну и посмотреть, как все это выглядит на улице. А? Как здорово. Конечно, это, товарищи, просто честно. Смотришь на это все и шокирует. Вообще нужно отметить, что в Корее вот что-то вот такое грязное, пахнущее, это нормально. Меня, наверное, сейчас кто-то будет поправлять, да это просто ты в такой заехал. Нет, это средний показатель в определенных ценовых категориях. То есть мы находимся сейчас в Кашевоне. Кашевон не самый лучший, есть очень хорошие кашевоны, но они, как правило, чуть дороже. Хотя я знаю примеры, где кашевоны очень чистые и очень дешевые. Или наоборот, когда, например, рядом конкуренции нету, то кашевон может стоить дороже, даже чем если снимать жилье. Но об этом мы поговорим позже. Так, а сейчас мы идем в мое жилье, то, что я снял. Вот эти вот лабиринты из комнат, это чистая такая ситуация в кашевонах. И потолки вот такие, как бы, в районе 2 метров. Собственно, это вообще даже и внутри комнаты будет такой же потолок. Идем дальше. Вот тут такой намек, вот на этом этаже, это намек такой вот на лакшери, да? Ну, как в том понимании, как это представляет вот хозяева этого кашевона. Сеташиль, что означает стиралка. В комнате для стиралки у нас находится горячая холодная вода, отфильтрованная, что немаловажно. И стиралка. По сути, все. Важно отметить, что если даже стирать, то нельзя вот так вот закинуть и уйти, забыть куда-то там на работу или лечь спать. Нет. Может случиться так, что вы приходите, а ваши вещи лежат на полу. Ну, вот такое происходит. Это чисто такое общежительское поведение людей. В лучшем случае оно будет лежать вот здесь на стуле. Так что следим за окончанием стиралки, надо вовремя достать. Так как комнаты маленькие, идея как бы такова. То есть ты приходишь с работы, вот сюда заходишь, разуваешься, переобуваешь тапочки и идешь в комнату. Ну что, готовы увидеть реальную Корею, а не такую, как вы видите в разных сериалах, дорамах и у модных блогерах. Добро пожаловать в реальность. Ну что, вот, собственно, и все. Шутка. Смотрим. Давайте познакомлю вас с этим жильем. По сути, вся комната 3,5 на 3,5 и 3,5 вверх. И такой куб, в котором уместили максимально, что возможно. У нас здесь вот стол, типа компьютерного стола. Но мы уже сюда поставили свой компьютер. Монитора нету, зато есть телевизор. К телевизору подсоединились. В принципе, но стула не было. Стул дают. Также тебе могут дать постельное белье. Могут дать еще какие-то плюшки, которые ты попросишь. В частности, мы просили матрас дополнительный, и нам тоже его дали. Лестница на, второй этаж, если его можно так вообще назвать. Чем отличается One Room, что у нас прямо в комнате за стеклом отделено находится своя раковина и туалет. Это, в принципе, главное такое вот отличие от кашевона. Кашетель — это уже в одном кубе находится все необходимое. Дальше у нас сразу же от туалета идет кухонный блок. Ну, скажем так, не блок, а кухонный участок комнаты. Здесь у нас типа раковина, какой-то столик, небольшой шкафчик, мы туда уже кое-что написали, микроволновка, холодильник и что-то вроде шкафа для одежды, хотя его как таковым использовать достаточно сложно. Вообще тот минимум, который мы наблюдаем в кашетелях, так живут большое количество людей в Корее. В этом 7-этажном здании абсолютно нету мест.
все заняты. И вот комната, вот, которую мы показываем, это вот буквально недавно появилась, но скоро она опять кому-то уйдет. Потому что спрос на такие квартиры большой. Высота потолков невысокая. Что вы понимали, я 1,77 м. Я поднять руки не могу. Высота потолка в душевой еще меньше. Вот мне прям впритык. Но если человек будет еще выше, то с этим возникнут сложности. Но вот с этой стороны уже, как говорится, можно руки расправить, крылья размахнуть. Уже лучше. Пойдемте на второй этаж. Ой, как туда залезть. Второй этаж, если его вообще можно так назвать. Это такое вот что-то вроде места для того, чтобы просто спать. Потому что здесь вот высота потолков вот такая вот. Здесь еще есть большое количество полочек, куда как бы вы должны разложить свою одежду. Спать здесь достаточно просторно, потому что здесь по-хорошему разместится человек, наверное, 10, если штабелями. Но это уже, как говорится, кому чего. Какие плюсы жилья в Кашевоне? На самом деле их гораздо больше, чем минусов. Если, например, откинуть все минусы, то плюсы очевидны. В первую очередь, здесь нету депозита. Что такое депозит? Вы не можете в Корее снять более-менее хорошее жилье без депозита. Депозит будет в зависимости от региона разный. Он может быть составлять $300, но чаще всего это $5000. Хорошее жилье, если вы хотите снять, то это нужно выложить десятку. $10 000. Также есть контракт. Он предполагает, что если вы арендуете жилье, то контракт сразу автоматом становится на 2 года. Бывает, что можно договориться на меньшее время, но, как правило, готовьтесь к 2 годам. Именно по этой причине снятие жилья в Кашевоне – это вот своего рода плюс, потому что здесь можно снять жилье на 1 месяц, а потом не спеша подыскать себе нужное жилье, которое подходит, в котором вы уже останетесь на 2 года. Кстати, это наши вещи сушатся. Пару слов о жизни в Корее. Дело в том, что даже если у тебя есть жилье в Корее, как правило, ты привязан к рабочему месту или к работе. Ты можешь быть владельцем квартиры шикарной, которая находится где-то в Сеуле, а работаешь ты в Инчоне. Ездить по Корее достаточно сложно. Людей и машин так много, что в час пик, по сути, ты стоишь в пробке. По этой причине, даже когда имеется жилье, все равно селятся куда-то поближе к работе. На работе иногда дают корпоративное жилье. Здесь называется кесукса. Так вот, когда нету кесуксы, опять же, мы возвращаемся к тому, что снимаем Кашевон. Потому что, опять же, вот этот контракт и 2 года, и как бы, ты не уверен, будешь ли ты там работать долго, и поэтому Кашевон наше все, по сути. Кстати, хочу обратить ваше внимание, вот это мусор. Вот это мусор. Вот тут вот, в оранжевом пакетике, тоже мусор. И по приезду в Корею нужно к этому привыкать. Не получится складывать мусор в один какой-то пакет и куда-то его там отнести. На короткой перспективе может так получаться, но имейте в виду до поры до времени. Потом могут возникнуть кое-какие неприятные санкции в ваш адрес. Поэтому смиритесь с мыслью, что идете покупать продукты, обязательно надо сказать: дайте пакет для мусора. Вам дают пакет для мусора, вы складываете туда продукты. В этом пакете несете домой, это нормально здесь. Потом выкладываете продукты в холодильник, а все, что вы собираетесь выкидывать, складываете в синий вот этот пакет. Он уже подметит, что он для мусора. Вот здесь вот
Мусор, который можно как бы отсеять, это обязательно алюминий, железо, какие-то пластиковые, то есть более-менее чистое, сухое вот сюда вот. И третий пакетик, который тоже выдается там же, где вы покупаете продукты, это оранжевый пакетик. Это для еды. На каждом пакетике есть небольшая инструкция, что можно туда ложить и как это утилизировать. То есть, ну вот такие вот нюансы здесь существуют. Второй плюс, как бы это ни звучало странно, это горячая и холодная вода. Сюда же можно отнести отопление. Почему это является плюсом? С той стороны, где вы сейчас смотрите на постсоветского пространства, вам это не понять. За границей горячая вода – это дорого. Вот так вот открыть, и чтобы она лилась какое-то продолжительное время, это очень дорого. В Кашевоне как раз-таки вы можете себя чуть-чуть побаловать горячей водой. Вы прям открываете и прям моетесь горячей водой. Это здорово. Такое же удовольствие еще можно получить в сауне и в отелях. Но в отелях оно в разы дороже. Совсем забыл вам сказать про окно, которое идет на улицу. Вроде бы какая-то, ну, окно и окно. Вторая уже комната с окном. А нет, мои соседи без окна. У них окна выходят в коридор. А окна на улицу, по сути, у них нету. Эти комнаты чуть-чуть дешевле, но с окном дороже. Цена за эту комнату 700 тысяч вон в месяц. Лично я считаю, что это дорого. А что думаете вы? Дорого это или это нормально? Напишите в комментариях. Сейчас идем по коридору. Вот с этой стороны окна выходят на улицу. А вот этим ребятам повезло меньше. У них окна выходят просто в коридор. Других вариантов нету. Еще один плюс. По крайней мере, вот в этом Кашевоне. В других не знаю, но думаю, что это, в принципе, нормально во многих местах. Это крыша. Из маленькой каютки выходишь на крышу и чувствуешь себя человеком, потому что, смотрите, какой простор, какая красота. Вот в частности в этом Кашевоне крыша – это здорово. Во-первых, посушить белье, ну, по крайней мере, летом. Ну, вот сейчас уже достаточно прохладно, это сделать тоже можно. А второе, вот эти вот, как бы, я не знаю, такие вот местечко такое, lounge place, для того, чтобы просто по вечеру посидеть, пивка попить, может быть, кофеечек с утра или вечером, с кем-то встретиться, поболтать, вот, пожалуйста. Такое же есть что-то похожее внизу, но здесь на крыше намного лучше. Итак, два плюса я уже назвал, точнее 3. Это отсутствие депозита, горячая вода, отопление, это тоже, в принципе, тот же самый плюс. И вывоз мусора, это немаловажный плюс, потому что если вы будете снимать жилье, мусор нужно оплачивать самому, то есть его как-то нужно утилизировать. Здесь с этим очень строго, то есть мы вот уже 3 плюса видим. Какие еще есть плюсы? Еще один плюс немаловажный. Это то, что в некоторые Кашевоны пускают с животными. В частности, вот в этот Кашевон мы заехали только лишь по причине того, что у нас есть кот. Он с нами прилетел с родины, и стопроцентный вариант, который я знал, куда нас пустят с животными, с котом в частности, это вот этот Кашевон. То есть, опять же, плюс. Еще один плюс, который нужно отметить, это то, что кашевоновский адрес подходит для регистрации и получения ID. В частности, вот именно вот этот адрес мы использовали для регистрации в Корее и последующего оформления документов. Ну что, сегодня я вам провел экскурсию по Кашевону. Вы сами делаете свои выводы. Я вам сказал ровно свой опыт из многолетней жизни в Корее. Я буду еще достаточно много снимать о жизни Кореи, всяких плюшках, как тут выживать, как зарабатывать, как и что. Так что подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч!